Это было полгода назад. Я потеряла свое сердце здесь, в горах Дагестана. Я не могла не вернуться. И вот я снова отправляюсь в Дагестан. Точнее, уже не я, а мы, сестры, в Дагестане. По дороге в Дербент. Ну что, Саш, как дорожка? Опять каша на голове. Мы в Дербенте. И здесь мы остановимся на 3 дня. Ну, точнее, один из этих дней мы поедем на Шалбуздак. Саш, что делаешь? Ищу дорогу до Рестика. Я на самом деле вот снимать устала, но нужно. У нас еще столько всего впереди, что реально нужно. Нельзя оставить это незамеченным, незаписанным. Блин, вот такая работа оператора. Сегодня гуляем по Дербенту. Это самый южный и самый древний город России. Главная достопримечательность Дербента – старинная крепость, с которой открывается великолепный вид на весь город и море. Купив билетик, можно зайти внутрь и немного окунуться в прошлое, побродить вдоль крепостных стен, посмотреть ханские бани и другие сооружения древних жителей крепости. А я уже бегу на море, Каспийское. Это большое-большое соленое озеро, которое растянулось с севера на восток примерно на 1200 километров. И здесь обитают даже тюлени. А это я. Снимаю красивые моменты на память. Но мне кажется, или здесь есть что-то лишнее. Давайте попробуем вот так. Да, так лучше. Но теперь я не в фокусе. Дубль 3. Подошел местный, чтобы помочь. Спасибо. Ну что с горизонтом? Я не оставляю надежды на красивый кадр. Даю инструктаж и да, на этот раз молодой человек прекрасно справился. Кадр есть, вот теперь можно пойти поесть. Быстренько покажу вам места, которые мы посетили в Дербенте. Это не реклама, просто от себя хочу подсказать туристам хорошие места. Берите на заметку. Ресторан «На волне» – очень элегантное место с чутким обслуживанием. На столе живые цветы и чувствуется внимание к деталям. Здесь можно провести идеальный вечер для двоих. В ресторане «Депо» уютный интерьер, вкусные блюда и красивая подача. Персонал заботливый, но не навязчивый. А у каждого столика есть розетки, что очень удобно для работы. Именно здесь я и монтировала свои видео. Если хотите насладиться морем и свежим воздухом, вам в ресторан «Сезон». Некоторые блюда могут зайти не всем, но это место выигрывает своим расположением. Вечерняя иллюминация под открытым небом добавляет романтики, но если хочется тишины, вам точно не сюда. Здесь живая музыка, застолье и танцы. Идем дальше. История. Это кафе при гостинице, самый бюджетный вариант из вышеперечисленных, и блюда здесь очень вкусные. На мой взгляд, отличное соотношение цены и качества. Кстати, здесь не бывает кучи народа, и можно побыть в тишине. При этом есть отдельная игровая зона для детей. Но больше всего, знаете, что мне нравится? За место всякой фоновой музыки здесь звучит легкое щебетание птиц. Просто идеальное место, чтобы расслабиться.
В ресторане 3М, я надеюсь, он так называется, нам понравились завтраки. Дагестанские, европейские, еще куча всяких, в общем, на любой вкус. Также рекомендую ресторан Бюро 345. Ну а если вы ищете что-то совсем простое, то вам столовую Зам-Зам. На удивление, интерьер там не как в столовке, а прям стильно, модно, современно. Прямиком из Дербента мы едем в село Мискинджа, где нас ждет гид. Это наш единственный гид за всю поездку, но мы решили, что он нам необходим, потому что без знаний местности мы точно не доберемся туда, куда хотим попасть. Мы тщательно выбирали день и погодные условия, чтобы совершить восхождение на одну из 3 самых высоких гор Восточного Кавказа. И смена погоды могла нам сильно в этом помешать. У нас был только 1 день в запасе, а значит, только 1 шанс. Саш, мы где? Ты где? Наш Лабуздаги. Да. Мы поднялись в базовый лагерь или на базовый лагерь. Короче, мы доехали на ВАЗике до базового лагеря на горе Шалбуздаг. И сейчас уже пешочком отправимся дальше. А внизу была супер-супер жара. Сейчас вокруг нас просто один туман. И мы не зря взяли все кофты, жилетки и так далее. Потому что здесь на высоте ощутимо прохладнее. Мы начали наш путь. Наш гид вон там впереди. Вот, ведет нас. Я очень хочу увидеть озеро. Оно должно быть покрыто коркой льда. Ну вот так. Мне кажется, наш гид думает, что я с ними до ночи не доберусь. Мы добрались до... Это базовый лагерь? Мечеть. Мечеть. До мечети. Вот так начался наш путь на Шалбуздаг. Говорят, с конца июля здесь открывают столовую для паломников, а в мечети можно даже переночевать, чтобы на рассвете отправиться покорять вершину. Высшая точка находится на высоте 4142 метра, но мы начали свой путь в полдень и понимали, что до вершины мы не пойдем. Наша цель на сегодня 3600 метров. Там расположено прекрасное озеро Зам-Зам. Постепенно широкая тропа сменяется на скалистые глыбы. Подъем очень крутой, приходится карабкаться из последних сил, а воздуха уже не хватает. Привал. Из-за тумана все вокруг выглядит необычайно красивым и таинственным. Это оно. Это то, что я мечтала увидеть. Из последних сил, следуя за гидом, я вновь понимаю, что больше не могу. Я задыхаюсь. Тяжелый рюкзак тянет меня вниз, и ноги уже не слушаются. От одного взгляда на обрыв внутри накатывает паника. Я не понимала, как дальше двигаться. От изнеможения я уже не могла держать равновесие. Попросила гида взять мой тяжелый рюкзак, иначе могла бы просто исчезнуть в тумане. Ну и как? То есть вообще как вы знали о том, что человек потерялся? 2-3 дня, там родители. Ой, и вот он что, 2 дня в горах был? Конечно. Какой-то на большой камень полез и спуститься Ой, сейчас не я мог. застегну. Да. Спуститься не мог. Еле-еле спустился. Да. Сейчас, короче, вот нам историю рассказали. Пошел местный из села Куруш. Пошел, и вот такой туманище был. Так он и заблудился, и все, остался здесь. Потом его через сколько? Через 2 или 3 дня нашли? 2 дня. Через 2 дня
Короче, местные теряются. Мы вот с гидом пошли. У меня даже пить нету сил нормально. Все. Если мне смешно, то мне смешно. Капитан! Мы на какой высоте? Ну, почти что 3. Почти что 3, говорю. 3000 метров. Почти это 2001 метр, да? В нашем случае. Вот где мы. Тут не видно, тут все в тумане. Там просто трэш, ребята. Ой, да. Ладно, куда дальше? А дальше туда, где среди огромных скал спряталось озеро с кристально чистой водой. Да, знаешь, ты такая маленькая по сравнению вот с этим всем. Лайка нас от холода защипала все. Это так приятно. Какую прелесть нам гид вообще принес. Какой он вкусный. Спасибо большое. Нас угостили конфетками. Спасибо. Саша, иди расскажи, что там случилось. Смотрите, зеркало, ой, окно разбито. От холода разбилось стекло. В этом домике в июле-августе поселяется человек, чтобы охранять вот это озеро, от того, чтобы тут никто не попался, чтобы вообще, в принципе, как-то за порядком, наверное, следил. Мышка в норке. Какая мордочку высунула. Ой, какое озеро красивое. Так красиво на камере смотрится вообще. Нереально. Так, мы идем обратно уже не по глыбам, а по тропинке, которая просто уходит в никуда, в туман конкретный. Говорят, один чувак здесь побежал и все, и укатился. Ладно, его поймали, да, еле-еле, кое-как его поймали. Короче, советы от гида. Значит, идем на пятках. Идем, значит, пятка-носок, пятка-носок. И корпус назад. Корпус назад. Все, тогда баланс равновесия, все отлично. Пятка-носок. Пятка-носок. Че, жесть, Саш? Смотри, какой склон крутой. Там охренеть какой склон крутой. Причем склон в никуда просто. Красивая, боже, невероятная, как на Марсе. Я не была на Марсе, но может как на Луне. На Луне было. У нас каждый шаг просто вот такой. Вот. Цепучка полнейшая. Я спускаюсь все-таки боком, потому что мне, по моим личным ощущениям, так комфортнее, безопаснее и как будто бы больше опоры. Мне кажется, я конкретно могу здесь сесть и покататься с горочки. Штаны вообще пофиг. Ну что, пофиг, я такая типа качусь. Поехали! Ой, какой там Эльбрус. Я невероятно рада, что наше восхождение на Шалбуздак состоялось. Муса не дал нам потеряться среди скал и даже позаботился о вкусняшках. Контакты оставляю в описании. Мы это сделали! Так, Саш, что сейчас произошло? Мы приехали в наш хостел, в котором мы оставляли наши вещи.
И оказалось, видим, что в нашем номере горит свет, хотя мы его не включали. Потом мы пытались его открыть, но номер не открывался вообще никак. Мы такие, что происходит вообще? Поэтому немножко такие, но ура, мы попали в номер, все нормально. Вы не поверите, Помимо... здесь даже два Да. халата. Посмотрите, халаты, реально ткань просто потрясная, материал хороший. Made in Turkey. Короче, ребята, ну мы в восторге просто. В нашем Лухаре номере за 5000 был всего лишь один халат. И, внимание, там не было новых тапочек. Две пары тапочек. Мы слушай, мы одни тапки. Причем вообще супер тапки модные. Я такие хочу себе тапки. Здесь уютно, здесь реально уютно. Здесь коврик такой прямо хорошенький. Не какой-то дряблый, знаете, ободранный. И прикинь, смотрите, какой здесь огромный телек. Реально телек огромный. Здесь на самом деле картинка вот даже очень красивая для съема. Ты увидишь цвета, сочетание цветов. Вот эти цветочки, слушайте, они красивые. Короче, за 600 рублей это просто бомба. Что еще? Вы не поверите. Боже, это хостел? Я вам сейчас покажу. Это хостел, в котором идеально белые полотенца. Они белые. Их целых 3, понимаете? Ребята, это важно. И они белые, хотя в гостевых домах и в каких-то других гостиницах они бывают с цветочками, с рюшами, какими-то тюльпанчиками уродскими. Вы посмотрите, боже мой, здесь зубной набор. Ё-моё, здесь тапочки. Саша! Я в шоке. Причем прикол в том, что во всех гостевых домах, там, да, или в отелях нам давали везде по одному полотенцу. Здесь их целых 3. Они идеально чистые, идеально белые. Это просто шок. Очень так интересные такие контрасты, да, опять же, по сравнению с номером за 5000. Здесь такой дизайн, значит, стены, фэшн просто, фэшн. На первый взгляд, такой вот стильный дизайн может показаться просто интерьерной задумкой, но я думаю, что это сделано, скорее всего, с функцией шумоизоляции. Так, давай проверим постельное белье. Ёж, ты смотрю. Боже мой, вы посмотрите, это постельное белье, ну, как в отелях. Вот этот формат, я вам отвечаю, да, он в отелях. Турция, и Турция, Япония, везде вот такие. Это что вообще, ребята? Это ревизор! Я в шоке. Вы понимаете, что у нас, ну вот просто везде, конечно, здесь в Дагестане, да, стелят постельное белье с цветочками. Просто я не понимаю, это вообще нормально для хостела? Я не имею ничего против постельного белья с цветочками, но оно как бы немножечко не лухари выглядит, да? А когда ты приезжаешь и видишь идеально чистое белье, ну это сразу это другой уровень, согласитесь. Здесь настолько чистые белые полочки, они не вонючие, они не загаженные. Причем этот хостел я нашла просто за 1 секунду. Я взяла первый попавшийся, просто тупо по цене, там самый дешевый, наверное, который вышел. Слушайте, владельцу 5-10 баллов, я не знаю, вот я на Авито оставлю отзыв, вообще потрясный. За такую цену, это вообще, я не знаю, где такое. Блин, потому что, понимаете, я первый раз в хостеле. Ты тоже первый раз в хостеле? Ну, типа, да. Сколько наслушались мы, наслышались, там люди приезжали, ночевали, там и клопы где-то какие-то были, и все там грязно, и что-то где-то воняет, где-то там какие-то соседи непонятные, где-то воруют, еще что-то. Ну, то есть, как бы, хостел — это последнее место, куда бы я хотела приехать, но так получилось, что, да, в последнюю ночь перед отъездом нам нужно было просто куда-то закинуть вещи, и не хотелось делать это в камере хранения, вот, по своим причинам. И, в общем-то, я в восторге просто, что такие хостелы бывают. Добродушные хозяева напоили нас чаем с вареньем, так что даже не хотелось уходить. Но все-таки нам пора. Ссылку обязательно оставляю в описании, а мы идем дальше по улице счастливых людей. Проходим мимо уютных кафешек и попадаю в парк имени Низами Генджеви. В праздничные дни здесь проходят городские мероприятия, но в целом здесь довольно тихо и спокойно, много простора. Можно почилить у главного фонтана, поглядеть на небо или, например, покачаться на классных качелях. Жаль, только по возрасту не прохожу.
Пока я гуляю, поделюсь своими наблюдениями. Многие думают, что девушкам опасно ехать в Дагестан, но знаете, за все 10 дней, проведенных в горах, к нам ни разу никто не приставал. И наоборот, старались помочь, поддержать, подсказать. Однако не успели мы приехать в город, как обстановка тут же поменялась. За 20 минут, что мы шли до моря, мы поймали целых 3 подката от самых разных людей. И вот тут вот я призадумалась, неужели город настолько меняет людей? Кстати, в горах все-таки был один человек, который пытался со мной познакомиться и взять номер телефона, но знаете что, он тоже был городской. Так что выводы делайте сами. А мы поднимаемся на мост, с которого открывается вид на шедевры дагестанской рекламы. Вот это вообще топ. Ну, кто в курсе, тот в курсе. Идите прямо, перейдите дорогу. А я думаю, я еще на тапок капнула рубеж. Что ты сделала, Саш, повтори? Капал рубеж себе на тапок. Молодец. Давайте, да, возьмем один пакетик. Вот так вот мы, значит, на рынке в Дербенте. Зашли на рынок, купили много-много всякого разного, вот. В подарочки купили. Я купила этот урбеч, повезу в Японию. В общем, Саша покупает специи. Сейчас пойдем завтракать, искать какую-нибудь кафешку по пути. Потом у нас в планах море. Кому отдать-то, я не поняла. Нас развели на базаре просто конкретно. Мы купили супер свежую пахлаву. Посмотрите, какая она супер свежая. Капец, она просто кирпич. Аж пошла играть в волейбол. Солнце, жара, и вот так прекрасно мы завершаем наше путешествие. 2 сестры, которые отважились приехать в Дагестан без гида и без машины. Здесь мы нашли горы приключений и море эмоций. Оглядываясь назад, я честно не понимаю, как мы это сделали. Видимо, это жажда приключений, которую у нас не отнять. Вот так вот мы примеры сестрам задеваем.